there were questions about what neoclassical acupuncture can treat. Был такой вопрос, который заключался в том, что какие именно заболевания может лечить система неоклассической акупунктуры. I will move from general to specific. Я буду двигаться от общих заболеваний к каким-то специфическим. In general, 90 to 95% of the cases that I see are resolved at least 50, 70, or 50 to 100% in the first treatment. Если мы говорим о каких-то общих заболеваниях, то в 90-95 случаев я видел улучшение от 50 до 100%, то есть иногда можно полностью убрать болезнь. Perhaps 20 or 30% of the patients only need one treatment. И иногда 20-30% примерно пациентов, им требуется только один сеанс. About 60% need 2 to 5 treatments. Примерно 60% пациентов, им требуется где-то от 2 до 5 сеансов лечения. I mean, there's some cases, cancer, autoimmune diseases, that will need more than 2 to 5 treatments. Есть, конечно, особые случаи, такие как рак или аутоиммунные заболевания. Ну, здесь, конечно, будет требоваться больше, чем от 2 до 5 сеансов. Здесь потребуется намного больше лечения. Hernias, if they have multiple hernias in the lumbar or cervical, it can be more than 2 to 5 treatments. И проблемы с позвоночником, конечно же, тоже, если это какие-то грыжи межпозвонковые, сложные случаи, тоже будет требоваться больше, чем 5 сеансов. But when we speak about what can you treat with this system, it's easier to talk about what maybe you cannot treat or what you cannot always treat. И когда мы говорим на тему того, что мы можем лечить с помощью этой системы, может быть, гораздо проще сказать, что мы не можем вылечить с помощью этой системы или что будет сложно вылечить с ее помощью. There are tens of thousands of diseases, so we could be here for many weeks talking about each one. Ну, если мы будем о каждой болезни говорить, понятно, что болезни разной сложности, их десятки тысяч случаев могут быть, и мы можем посвятить рассмотрению этого всего несколько недель. So I'll talk about things I've had trouble treating. И я уже говорил, что у меня были случаи такие трудные, в которых не наступало полного излечения. The first are things, number one, rather than asking, can neoclassical acupuncture or can acupuncture treat this? The question is the body capable of fixing this? И на самом деле первое, о чем нужно сказать, прежде чем рассматривать, может ли вот эту болезнь неоклассическая акупунктура вылечить или не может, тут надо посмотреть на возможности тела. У тела вообще есть возможность справиться с болезнью или нет? If a bone is broken, the body is not capable of putting it back perfectly. Если, например, у нас сломана кость, тело самостоятельно с этим не справится, то есть оно само в идеальном порядке кости не срастит. So it cannot be treated. Поэтому you will help the pain, but you cannot put the bone back with acupuncture. Поэтому, если мы говорим о акупунктурной помощи в этом случае, мы, конечно же, можем убрать боль, уменьшить ее, но кость срастить с помощью акупунктуры мы не можем. There are some cases of back pain where a bone has come out and it needs to be forcefully placed in again.
Есть некоторые случаи боли в спине, например, когда у нас есть смещенные позвонки, и тогда им потребуется, конечно, какое-то внешнее, внешнее давление, ну, то есть помощь специалиста, который с этим справится, то есть это тоже не акупунктурный вопрос. There are some cases, let's say, some neurological diseases, Parkinson's, for example, I can maybe reduce the symptoms by half or more, but I've never cured Parkinson's completely. Некоторые неврологические проблемы, например, болезнь Паркинсона, мы можем тоже как-то уменьшить симптомы, но полностью эту болезнь мы вылечить не сможем. There are some funguses. I do not recommend people come if they have a fungus on their nail and they want it treated. Например, грибок на ногтях тоже мы не можем вылечить. Не рекомендую вам акупунктурой этим заниматься. I mean, perhaps it works, but it would be a lot of treatments, and it's just not interesting to me. Ну, то есть, конечно, есть, наверное, способы это лечить, но это для меня неинтересно. Let's see. Some types of infections, perhaps, are more difficult. Некоторые виды инфекций достаточно могут быть трудными тоже в лечении. But for example, infections of the bladder, infections of the throat, infections of bladder and throat, and sometimes kidney can be very quick, very, very quick. Ну, например, такие инфекционные заболевания, как заболевание горла, заболевание мочевого пузыря, заболевание почек, вот они могут быть вылечены достаточно быстро. But I think someone asked about the appendicitis. Why didn't it get better? Я полагаю, кто-то в чате спрашивал про случай аппендицита, почему мы не можем в этом случае помочь. The answer is, I don't know. Ну, ответ здесь, ну, я не знаю. I've only treated an active appendicitis once. Я только один раз лечил такой вот острый аппендицит. And I don't know if with if 2 or 3 treatments it can get better, or I don't know if maybe some cases with 1 treatment. I've only treated it once, so I can't say much about it. И, может быть, в случае аппендицита может потребоваться 2 или 3 сеанса и станет лучше. Просто у меня был всего 1 случай аппендицита, поэтому у меня как бы таких больших данных по этому поводу нету. But I will tell you this. Но я хочу сказать вам следующее. For legal reasons, if I see someone with appendicitis, I will not try to treat it. Есть некоторые юридические особенности. То есть если я вижу случай аппендицита, я не буду его лечить. What if it feels better for 2 days and then suddenly it explodes and the person dies? Потому что может случиться так, что человеку станет лучше после моего лечения, а потом у него через пару дней будет обострение и разлив, перитонит, и он может умереть. And I don't know about Russia, but in Mexico, I could go to prison. И я не знаю, как в России с этим обстоят дела, но если такое случится в Мексике, я могу отправиться в тюрьму. That it could help. For example, I've treated a person and having a a heart attack. Например, у меня были случаи, я лечил человека с прединфарктным состоянием. I was in the mountains. There was no other option for him. И мы были в горах, и других вариантов для него вообще никаких не было. So I treated him and he was fine. Я его пролечил, и он был в порядке потом. But if someone comes to the clinic, they have a right arm pain and it comes to the left, I would probably say go to the hospital just for legal reasons.
Но если вот я здесь в клинике, и приходит человек, и у него там блуждающие боли в области груди, я, скорее всего, отправлю его все-таки в госпиталь. То есть по юридическим причинам я не возьмусь за лечение. But so I can't remember many cases that have not gotten better. I'm trying to think of cases where there was no cure, but it's very rare. Ну, я вот сейчас стараюсь, на самом деле, припомнить случаи, в которых бы не помогала неоклассическая акупунктура, но у меня их было настолько мало, что я вот сейчас даже не могу вспомнить. В основном все-таки она помогает в очень многих случаях. One second. For example, I've treated AIDS cases and the symptoms go away, the viral load reduces a lot. И, например, у меня был случай, был пациент со СПИДом, я его лечил, и у него симптомы значительно, то есть очень значительно уменьшились. I've treated cases similar to lupus where the people were able to leave their medications. И у меня был случай, похожий на красную системную волчанку. Я пролечил человека, и человек мог отказаться от медикаментозного лечения. In cases of pre-stroke, where they can't feel their tongue, their face is going numb, it works every time, 100%. В прединсультном состоянии, когда есть такие серьезные тоже симптомы, это очень хорошо помогает, и мы можем ликвидировать это состояние. It's not interesting to talk about what it fixes because there's too many things. I'm just trying to think of things that are not fixed, but they're not that, I mean, I can't think of too many. Cancer, it will probably not it will not cure cancer, I don't think. Ну, в общем, тут можно, конечно, думать о том, что мы лечить не можем, но система это может лечить настолько много, что я вот сейчас просто вот даже затрудняюсь назвать конкретные случаи, которые мы не можем лечить. Но одно из них я могу точно сказать, это рак. In 80%, maybe 90, maybe 80% of cancer cases, you can relieve the pain to a very, very tolerable level. И тем не менее, в 80 примерно случаях, когда у нас онкология, мы можем значительно уменьшить и болевые ощущения, и проявление симптомов. But several students say they have cured cancer. Несколько студентов говорили, что они лечили рак. But I don't know if I believe it or not. I mean, normally when people have cancer, they're doing several treatments. Но я не знаю, насколько им можно верить, потому что обычно, если у людей рак, они пользуются сразу несколькими методами лечения. They're changing their nutrition, they're changing relationships with their family. Maybe they're doing more exercise. Many lifestyle changes sometimes. Обычно такие люди, у них происходят коренные изменения в жизни, то есть они меняют свой жизненный стиль, они меняют стиль питания, они меняют свои отношения с родственниками, с окружающими, то есть очень много вещей меняется, поэтому мы не можем это относить только на счет акупунктуры, вот этот эффект хороший. So some cases of cancer can be resolved, but I don't know if it was the acupuncture or something else. То есть в некоторых случаях мы можем сказать, что при раке наблюдались улучшения, но было ли это за счет акупунктуры или за счет как бы общего эффекта от всего, что было сделано, сказать очень сложно. It would not be ethical to tell a patient, just do acupuncture, don't do what your doctor recommends, don't do anything else. Это было бы неправильным сказать пациенту, делай только акупунктуру, а все остальное не надо и не слушай своего доктора. Also, in the United States, I do treat pregnant women in the first 3 months. Также в Соединенных Штатах я могу лечить беременных женщин в первые 3 месяца беременности. But in Mexico, I do not. Но в Мексике, например, это невозможно.
there's a high statistical number of people that lose their babies in the first 3 months. Потому что, согласно статистике общей, чаще всего женщины теряют своих детей именно в первом триместре беременности. If I treat 50 women that are pregnant in their first 3 months, there'll probably be two or three people that lose their baby. То есть я могу пролечить определенное количество женщин, например, беременных на первом месяце, но, возможно, 2 или 3 из них, они потеряют все равно ребенка. And not because of acupuncture, but I just do not want to be I don't want them to blame me. И случится это, скорее всего, не по вине акупунктуры, но могут как бы подумать, что это именно из-за акупунктурного лечения. Я не хочу нести в этом случае ответственность. But the best way to see what acupuncture treats is do the treatments. I mean, you will find once we have the elements, at least 80% of the cases will resolve from the first treatment. Но at least by half. Самый, конечно, лучший способ понять, что может лечить система акупунктуры, это начать лечение и проводить его. И с помощью уровня элементов вы увидите, что по меньшей мере 80% случаев будут у вас успешными. So, yeah, it's not very fun to list 1,000 things that acupuncture treats. В общем, на самом деле, конечно, можно было бы обсуждать много вещей, которые может лечить акупунктура, но это 1000 заболеваний. But I've told you the things that sometimes symptomatically they get better, but maybe they're not cured. Parkinson's, cancer. Но некоторые из этих заболеваний будут успешны в симптоматическом лечении, например, болезнь Паркинсона, но не будут вылечены, конечно, полностью. If someone does not get at least 50% better in the first treatment, если кто-то не получает как минимум на 50% улучшения после первого сеанса, I either tell them try something else. Я буду рекомендовать им, попробуйте какой-то другой метод лечения. Or I tell them to return the next day, and I don't charge them. Или я скажу им, приходите еще раз на следующий день, и в этом случае я не возьму с них денег. But that happens once every 2 months, maybe. Once every 2 months. Такое может случаться примерно раз в несколько месяцев. So, you will find that this system will treat everything other systems will and more. И вы большей частью найдете, что все поддается лечению с помощью этой системы, большей частью все, за исключением сложных случаев, которые мы уже упомянули. But I can say anything. So the best way is for you to see for yourself. Use the system. Я вам, конечно, тут сейчас могу все что угодно рассказывать, но самое главное, чтобы вы использовали систему, и на своем опыте вы можете увидеть, что лечится, а что не лечится. If someone had something that they really want to know that I didn't mention, well, you can ask and I'll tell you. But if there's something in particular. Если вас интересует что-то конкретное, о чем мы не упомянули, вы, конечно, можете об этом спросить, и я вам отвечу. В общем и целом, надо практиковаться. Someone in Russia once made a comment about one of the videos. Кто-то из участников группы сделал комментарий к видео. They said, "Oh, but these cases are back pain and arm pain, and I see more serious cases." Там было написано, что это такие легкие случаи, это боли в спине, ногах, руках, а вот у нас тут более тяжелые случаи. Whenever I do demonstrations, каждый раз, когда я делаю демонстрацию на моделях, I only use patients that are showing symptoms in that moment. То есть не на моделях, а на пациентах здесь, в студии. Я каждый раз показываю вам именно то, что происходит в реальности.
maybe they have AIDS or lupus, but if they have no symptoms, I will not use them in a demonstration. Может быть, у них будет СПИД или будет системная красная волчанка, но если у них не будет проявлений никаких диагностических, я не буду их лечить. Because I use the system, I use the demonstrations to show the system works. Я показываю вам все эти случаи, чтобы продемонстрировать, что система работает. И я работаю с тем, что есть здесь и сейчас, с той симптоматикой, с теми болями, которые приходят. So if there are no symptoms, I cannot show that it works. И, конечно же, если никаких симптомов нет, я не могу показать, что это работает. So I do treat various serious problems. The people get lab studies to make sure they are better. И я берусь и за сложные случаи, и иногда люди долго потом не приходят на лечение, они хотят убедиться, что им действительно стало лучше. But that's not interesting for a demonstration to see. Но случаи такого вот долгого лечения сложных болезней, они не настолько интересны для нас здесь, для демонстрации. For example, I've treated a lot of infertility in men and women. Например, я очень много лечил случаев бесплодия, как у мужчин, так и у женщин. 90% of them get pregnant at some point. Ну и 90% из них впоследствии успешно завели детей. I treated a 60-year-old with zero, the sperm count was very low, the motility was very low. И у меня был 60-летний человек с очень низкой активностью сперматозоидов, почти нулевой. And in, I think, 6 or 7 treatments, it was perfect. И после 6 или 7 сеансов у него этот уровень активности сперматозоидов значительно увеличился. But I think it's kind of boring to give a presentation and say, look at the lab result, here's what I did. It's not interesting. Но если бы я вам представлял все свои результаты в формате PDF, тут посмотрите вот на таблице, вот у меня тут такие результаты, а тут такие результаты, вряд ли это было бы вам настолько интересно. Especially for those of you in Siberia, you would fall asleep. Особенно для тех, кто сейчас в Сибири, вы точно наверняка бы уснули в этом случае. So I just try to, anyone who has symptoms, I'll use. Serious case or not serious. Поэтому я здесь в студии использую любые случаи, которые имеют явную выраженную клинику. Серьезные это болезни или несерьезные, мы их используем для демонстрации. But if you have a question about a particular, you can write to Igor and I'll say yes or no, or I don't know, that if it can be treated. Но если у вас есть вопросы по каким-то частным, конкретным болезням, напишите, пожалуйста, Игорю Андреевичу, и я потом отвечу, могу я это лечить или я не могу это лечить. But again, I recommend just use it and see. Но я еще раз рекомендую, просто используйте это и смотрите, что у вас получается, лечится или не лечится.